Добрый день, дорогие пекари! Я только что достала свою ржаную закваску из холодильника, и крышку сорвало прямо у меня в руках, вот этого маленькой этой баночки. Смотрите, как ее выдуло. Сейчас я собираюсь активировать и накормить свою закваску, и хочу вам показать, как готовить к выпечке густую ржаную закваску. О ней я уже рассказывала, как ее сделать я тоже показывала. Оставлю ссылки в описании. Здесь у меня законсервированная закваска. Прежде чем мы начнем, напоминаю, что нужно подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, и поставить лайк этому видео. Так YouTube поймет, что мои видео полезны и будет больше домашних пекарей. Пусть вкусного хлеба будет больше. Давайте начинать. Закваску к выпечке я начинаю готовить либо утром, если у меня есть свободный день, чтобы заняться хлебом весь день, либо вечером. Вернее, скажем так, во второй половине дня, чтобы до сна оставалось хотя бы часа 3. Вот сейчас как раз такое время. Я беру закваску. Она у меня была законсервирована, чуть-чуть подсохла верхняя корочка, но в принципе она мягкая. Видите, она цвет практически не поменяла. Можно убрать вот эту вот верхнюю корочку, которая чуть-чуть подсохла, либо убрать ее в остатки, испечь какие-нибудь кексы, либо можно этого не делать, потому что она у меня, несмотря на хранение, выглядит хорошо. Теперь, внимание, сложная математика. Для того, чтобы закваска сохраняла свои свойства и передавала дальше их следующим, скажем так, поколениям закваски, необходимо, чтобы у нас был определенный объем стартера и определенный объем кормления. Если мы возьмем очень мало стартера и очень много кормления, то та микрофлора, которая содержится в новой муке, может задушить ту микрофлору, которая у нас уже есть в стартере, и появится что-то новое. Что именно, мы не знаем, это непредсказуемо. Поэтому нужно соблюдать так называемый разводочный цикл. Вот вам еще один термин – разводочный цикл. Это значит, что у нас должны быть определенные пропорции закваски и кормления, ну и, естественно, определенный график кормления. Звучит, наверное, сложно, на самом деле все просто. Итак, к цифрам. Кормление должно быть в 1,5 раза больше, чем закваски. То есть у меня здесь 80 граммов, в 1,5 раза больше – это 120. Значит, кормление будет 120 граммов. Эти 120 граммов кормления должны состоять из воды и муки. Влажность моей закваски 66%. То есть муки у меня в 1,5 раза больше, чем воды. Вы можете пересчитать за мной. Я вам скажу, что это 48 граммов воды и 72 грамма муки. Если вам сложно воспринимать все это на слух, я напишу вам формулу в описании. На самом деле она очень-очень простая. Муку для кормления я использую обычную ржаную обдирную. Марка здесь не имеет большого значения. Самое главное, чтобы вашей закваске было на этой муке вкусно, чтобы она на ней хорошо росла и развивалась. Я кормила мукой марки Увелка. Вот сейчас у меня как раз Увелка. Кормила рязаночкой, кормила селяночкой. В принципе, результаты хорошие. Все хорошие, все они примерно одинаковые, потому что вся эта мука обдирная, она соответствует ГОСТу, она крупных производителей, и все происходит хорошо. После замеса густая ржаная закваска представляет из себя вот такой колобочек плотненький. Нужно накрыть его крышкой и поместить в теплое место. Для того, чтобы она с удовольствием потребила то кормление, которое вы ей дали, нужно дать определенные условия. Температура. Больше ничего и не нужно. Температура от 28 до 32 градусов тепла. Ищите, где теплее. Можно поставить духовку с лампочкой, можно духовку со стаканом кипятка, либо на режим разморозки, все что угодно, чтобы создать температуру плюс-минус около 30 градусов тепла. Подъем ржаной густой закваски составляет от 3 до 6 часов. То есть где-то через 3-3,5-4 часа она будет уже, скорее всего, созревшая. Ее нужно будет посмотреть и попробовать. Сейчас ставлю созревать, а дальше посмотрим. Через 3-4 часа стоит посмотреть на нашу закваску. Колобок немножко растекся, и поверхность у него потрескалась. Это значит, что он разрыхлился изнутри. Посмотрите, какой. Нюхаем. Ой, пахнет хлебом. Пробуем. Правильная кислинка ржаной закваски такая, чтобы она у вас вызывала слюноотделение. Если этого не происходит, значит, кислотность недостаточная, и ваша закваска еще не добродела. И вам стоит оставить ее дольше. У меня сейчас прошло 4 часа. Кислотность моей закваски уже хорошая. И я буду кормить ее снова. Еще раз повторюсь, если у вас она
слабокислая или вообще не кислая, ее нужно оставлять бродить дальше при той же самой температуре. Здесь у меня 200 граммов закваски, значит я могу добавить 300 граммов кормления. 300 граммов кормления — это 120 граммов воды и 180 граммов муки. Наливаю 120 грамм, добавляю муку. Если, например, ваша закваска никак не набирает кислотность, вот, ну, сколько вы не кормите, сколько не держите, она у вас не кислая. Это значит, нужно попробовать поменять муку на цельнозерновую. С цельнозерновой молочно-кислое брожение обычно идет более активно, кислотность набирается быстрее. Зачем нужна кислотность? В ржаном хлебе я уже рассказывала. Если у нас правильная кислотность, то хлеб будет не липкий, пористый, очень такой пружинистый, приятный мякиш. Замесила закваску. Также делаем из нее шар. И смотрите, сейчас у меня ситуация другая, чем при предыдущем кормлении. Сейчас у меня вечер, время 7:30. Если я ее оставлю на 3-4 часа, это значит, что где-то в 12 мне придется замешивать тесто. 12 ночи. Делать я этого, естественно, не хочу. Поэтому я не могу ставить сейчас закваску в теплое место на быстрое брожение. Я поставлю ее при комнатной температуре, дам ей больше времени, пусть она у меня бродит до самого утра. Комнатная температура у меня сейчас плюс 21. Для ржаной закваски это холодновато, но времени больше, поэтому я рассчитываю, что она все-таки будет хорошо бродить. И если утром я ее попробую и почувствую, что она недостаточно кислая, я ее тогда утром могу поставить в теплое место, где-то на час, на полтора, чтобы она добродила и добрала кислотности. А сейчас я ее просто оставляю до утра, где-то до 7, до 8, чтобы она бродила при температуре плюс 21. Сейчас 8 утра. Давайте посмотрим на закваску. То есть больше 12 часов она простояла, увеличилась, видите, потрескалась. То есть она поднялась. Сейчас нужно понять, какая она по вкусу. Для этого можно перевернуть, посмотреть, кстати, видите, рыхлая, вся внутри красивая. Кислотность у нее слабая. Кислинка во вкусе есть, она скорее такая пресно-кислая. Кладем кусочек закваски в рот и катаем ее языком по небу. Видите, такой вкус кисленький, как ближе к свежему кефиру. То есть ощущения такого слюноотделения еще нет. Кислотность слабая. Это значит, что я сейчас закваску поставлю в теплое место на те самые 28-32, как я вам вчера говорила, на час. Через час попробую еще. В прохладе за 12 часов с небольшим она поднялась, но кислотности не добрала. Поэтому сейчас мы ее чуть подогреем, чтобы добрать кислотность, и тогда можно будет замешивать тесто. Прошел еще час, теперь уже в тепле при плюс 28 градусах. Пробуем. Ну, теперь значительное отличие, конечно. Точно так же берем кусочек закваски, кладем ее в рот и катаем языком. И чувствуем, как пошло слюноотделение. То есть такого резкого пощипывания нет, но слюноотделение от кислоты есть. Это значит, что закваска созрела. На ней можно ставить опару на ржаной хлеб или сразу тесто. Все это зависит от рецепта. Надеюсь, это видео вам было полезно. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал и на другие мои ресурсы. Как использовать дальше эту закваску, смотрите в рецептах. Ну а мы с вами продолжим печь и испечем еще много всего интересного.